Патчи не спасут. Хоррор года. Обман десятилетия. Годы репутации в помойку. Не, ролевая игра. Полный провал. Разочарование года. Не понял. Вроде в негласном кодексе, пережившем суровую эпоху паленых дисков с рынка, было четко написано. Плюс 20 баллов играм из СНГ. То есть, когда поляки выпускают идеальный Ведьмак, они наши. А когда выходит Киберпанк с баговой подготовкой оригинального Сталкера, они уже не наши. Мне уже готовить покрышки к выходу Сталкер 2? Тільки пискніть, я ж вам скотинякам третий Майдан распочну. И с каких пор баги — это главная проблема игры? То есть да, тут конечно постоянно исчезают объекты, люди, оружие. Иногда все это летает, а трупы продолжают жить. Убейте меня! В машины регулярно вселяется сатана, но даже пропажа волос не так страшна, как исчезновение стручка. CD Projekt, верните! Да и с крыш сбрасываются жертвы PS4. Но в целом назовите мне хоть один баг, которого нет в Скайриме. Спустя 9 лет. Special Edition. Но это же не повод в каждом видео о Киберпанке говорить про Багов. Это баг. Баги. Багов. Баги. И если вы думали, что я буду защищать Cyberpunk, вам показать... Да, я буду защищать игру. Я прекрасно понимаю, что будет с Киберпанком через 2 года. Выйдет Stalker 2. Ну и Киберпанк доведут до ума. Ведь на данный момент к игре ровно 2 вопроса, которым действительно нужно посвятить сегодняшнюю аниме-серию. Что можно исправить, а что нельзя. И да, возможно, блогеры не виноваты в уверенном таком приближающемся банкротстве поляков. Виноваты. Но если бы пернатые изначально общались с нами открыто, как разработчики Crusader Kings 3, ничего не обещая и посвящая нас в детали внутренней кухни, не было бы завышенных ожиданий. Мы бы и так купили игру, это ж Киберпанк. Нам всего-то нужна была... Правда! Живите по правде! И именно поэтому акции CD Projekt Red сейчас на дне. Но я более чем уверен, это... временные трудности. И как только игру починят, а игру починят, это вопрос времени. Надеюсь, люди столько живут. Акции вернут свое былое величие. Если к тому моменту компанию не разорят коллективным иском от инвесторов. Как там сейчас блогеры оправдываются? У меня нет какой-то задачи, знаете, заставить CD Projekt Red обанкротиться. Но преданные красной птички геймеры не слушают этих ваших европейских блогеров. Пока все на тренде пытаются уничтожить труды поляков, остальные уверенно покупают их акции и становятся инвесторами игровой индустрии. А что такое инвестиции, можно понять благодаря новому сервису от Яндекса «Счет в плюсе». Даже неопытный в инвестициях сможет очень быстро прокачаться до... Ведь Яндекс постарались сделать все максимально просто и удобно, а главное с наименьшими рисками. Упор здесь на стабильные облигации, в которых вы даете кредит под процент государству или компании. Я вот, например, дал кредит некому банку. Теперь кто мне тут процент выплачивает, падла? В фондах вы вкладываете деньги в готовый набор ценных бумаг, которые собрали вот эти вот заумные головастики. Для более же опытных игроков есть акции, где вы уже сами становитесь полноценным инвестором. И в то время, когда иностранным блогерам высылают дефицитные видеокарты Nvidia, мы, как настоящие русские бизнесмены, покупаем акции Nvidia. Видеокарты должны приносить деньги, даже если у меня нет видеокарты. А если открыть счет в плюсе, прямо сейчас можно получить 500 баллов кэшбэка. И еще 1000 баллов за пополнение счета от 10 тысяч рублей. Все ваши бонусы можно потратить в маркетинге, на поиски и на сдачу комфортно проехаться в такси. 10 из 10. Переходи по ссылке в описании и напиши, во что вложиться. Я тоже хочу зарабатывать. Пистолетик, пойдем грабанем старушку. Чумба, ты совсем ёбнутый? Раз все проблемы игры можно разделить на то, что исправит, и на то, с чем придется смириться, начну с главного вопроса. Why are you gay? Вы, конечно, можете создать вашу девушку мечты с идеальным членом или добиться совершенного размера дрына для себя, но на это никто не обратит внимания и даже не пригласит вас на матч в танки. В худшем случае вам просто не дадут, потому что сама игра не знает, в какой разъем втыкать вашего телепузика трансгоблина. Ну нахер. Даже с наличием мультиплеера данная функция сведется только к... В этом случае советую CD Projekt обратить внимание на Rust, где социально-писюнчастый аспект достиг вершины культурного восприятия человека как существа независимого рукодержащего. Ваши настройки длины и формы, конечно, хороши, но можно ли из этого построить целое военизированное общество микропенисов? Поэтому эта фича Киберпанка абсолютно бесполезна. То же касается и детей. Вот так показать их один раз и даже не дать возможности с ними взаимодействовать. Киберпанк, думаешь, мы не сможем найти в коде игры сделать правильный мод?
недооцениваешь мою мощь. И что это за лажа с концовкой? В Ведьмаке финал был неизбежен, и после него вы видели все последствия. Да мир Ведьмака был живее Омска. Там хотя бы что-то менялось. Какому сумасшедшему пришла идея откинуть героя после финала на одну миссию назад? Дайте Марчину уже выспаться, пока он не превратился в Палпатина. Вам настолько было впадлу придумывать, почему мы можем играть после титров? Даже в Ubisoft воспользовались черной магией, и в концовке Легиона восстановили суперкомпьютер, перенеся его в 2 картошки. И все это, чтобы игрок не терял связи с миром. Да, он будет чувствовать себя имбецилом, которому продают скины стрёмных баб, но связь с миром не потеряет. С побочными миссиями аналогично уверенный Чапалах назад. В Ведьмаке это наши работы и наши гроши. Мы сами искали задания с целью, что в конце нам кто-то заплатит или даст. Лучше даст. А в Киберпанке просто какая-то сука постоянно сливает наш номер телефона всем сумасшедшим. И что это еще за аналог вопросительных знаков? Помощь ментам? Серьезно? Я дитя улиц, дайте мне задание детей улиц. Сражаться с бомжами там или воровать батон. С кем поговорить вроде есть, но у большинства жителей 2 фразы на всю игру. Вода в принципе неплохая. Ровно до того момента, пока кто-то не захочет вылить ее на себя. Так же, как и поведение болванчиков. Улучшать это не будут. Ты можешь быть самым умным искусственным интеллектом, но ты не сможешь сдать назад. Сука, он эволюционирует. Тебе есть что сказать в свое оправдание? Я хочу пиццы. И не ожидайте, что с этим синюшным мудаком, который спамит вам как сумасшедшая бывшая, разработчики что-то сделают. Он с вами надолго. Вместе с рандомным GPS и взломами, которые были явно созданы для экстрасенсов. Сидит сущность в виде гномика. В принципе, на этом все. Больше в Киберпанке нет проблем, которые нельзя решить ящиком самогона и привязанным к батарее полякам. Курва. Остается только небольшой список пожеланий. Думаю, хватит игры так на 3. Самое главное, что на данный момент должны добавить CD Projekt, это новый контент оптимизации. Говорят, что это очень хороший дополнительный контент в других играх. И если такие мелочи из начала 2000-х, как просадка FPS в определенных точках, еще можно объяснить подгрузкой новой локации, сколько ж вы напихали бесполезного в каждого болванчика? Что главная графическая настройка в игре — это количество толпы. И я не имею ничего против дальтоников, но никогда не отвечают за цветовую палитру в редакторе персонажей. Какие очки нужно одеть, чтобы в этом разобраться? Да, это, конечно, не Самара, и не Урюпинск, и не Пермь. Тоже ничего, но все-таки... Да и редактор на крепкий такой Обливион. Он, конечно, хорош ровно до того момента, пока вы не захотите создать персонажа не по приколу. Видно, что кастомизацию порезали. Ждем, когда добавят парикмахерские и пластических хирургов. Мне нужно кое-что отрезать. И где мои тату-салоны? Почему единственную тату нам делают в пьяном угаре? Это отсылка на Ведьмака 2, это отсылка на Ведьмака 3, это отсылка на то, что нам подсунули бета-версию. Кастомизации в целом не хватает. В моем прекрасном Киберпанке будущего каждую машину можно поставить свой гараж и наклеить на нее едино правильную символику. Квартиры можно будет покупать и обустраивать под ваши самые извращенные предпочтения. Больной ублюдок. Заведений, кафе, ресторанов, магазинов, продаванов изначально было больше. Но так как времени до релиза оставалось мало... Васян, закрывай ворота! А вот дальность прорисовки в 2 метра и необходимость самого быстрого SSD на диком торренте пофиксят и так в ближайшее время. Дольше придется ждать дополнительных мини-игр и мини-игр с полицией. Предлагаю ролевуху. Я убиваю полгорода, а вы просто смотрите. Сука. Интерфейс оружия, менеджмент инвентаря, виды третьего лица, улучшение стелса и рукопашного боя, а также физику и разрушаемость машин будут изменять. В последнюю очередь. Ведь, как говорится, если работает, не лезь. Блять, выходи отсюда, сука, убью нахуй, блять! А в случае с Киберпанком, если что-то работает, не лезь, курва! Главное запомните, не стоит сравнивать Cyberpunk 2077 и GTA 5. Ведь в названии GTA есть машины, а в названии Киберпанка увидимся через 2 года. Но самое главное, CD Projekt реально все это будут делать, улучшать и изменять. Если не обанкротится к тому моменту. Патчи выходят прямо пропорционально оценкам на Метакритике. И игру собираются дорабатывать еще минимум 3 года. И в какой-то момент всегда придут они. Мадоделы, не смейте недооценивать мощь этих сумасшедших гениев! Главное, чтобы игру любили, а ее уже любят. Больше любить пока некого. Всех славян поздравляю с завершением этого года. Мы выжили. В 2021 году по консольной традиции я буду выпускать ремейки и сиквелы своих видео. И огромное вам всем сасна thank you. За буквально 5 месяцев вы что с каналом сделали? Я думал, у нас с вами культурные выпуски о науке и образованию раз в полгода. А теперь тут сиди контент делай. Мы так не договаривались.
Мне все нравится, продолжайте. Всех с 2021! Ну чё, каркас, я тоже славян. Иди в задницу.